Не знаю, с чего начать эту историю. Можно было бы сказать, что я только что ее выслушал. Но пересказывать услышанное все равно, что пытаться передать чужие чувства. Поэтому я поступлю иначе. Я просто ознакомлю вас с этой историей. Послушайте, возможно, кому-то она окажется полезной. Что будет с вами после, не знаю. Примерно представляю, что ждет меня. Что именно, поймете сами. Наверное, поймете. Если, конечно, я сам понял. Пожалуй, стоит сказать пару слов о том, как эта история попала ко мне. Тут нет особой загадки, специфика профессии. Чтобы закрыть одно дело, мне нужно было получить показания от участника определенных событий. Какие это были события, вы сами составите представление, когда ознакомитесь с тем, что будет изложено далее. Для моего вступления это несущественно. Я отлично помню тот день. Он остался в памяти невероятно ярко, как солнечный блик, как пятно засветки на пленке жизни. Помню, как остановил машину, выключил двигатель, запах салона, скрип обивки кресла, щелчок коробки передач, когда я включил нейтраль. Открыл дверь, и порыв влажного воздуха ударил мне в лицо. Под ногами грунтовая дорога, влажный скрипящий песок. Я перепрыгивал лужи и чертыхался. Неужели нельзя сделать нормальный подъезд к серьезному учреждению? В конце концов, если оно градообразующее, разве не заслуживает хоть капли уважения? Я подошел к крыльцу, криво прилепленному к серой стене. Покосившиеся тяжелые ступени из старого бетона, 5 штук, помню точно. Последняя слишком высокая, будто выросла сама собой. Однажды здесь кто-нибудь точно свернет себе шею. Бетон и коричневая филенчатая дверь, покосившаяся от многочисленных ударов. Ее прижимала мощная пружина, такая, что могла бы подтягивать бронированную дверь в подземном бункере. Справа на стене красная вывеска с черной надписью: «Областная больница закрытого типа. ОБЗТ-24». Я потянул дверь, она грохнула за спиной, притянутая пружиной. Передо мной проходная. Слева железная дверь, справа окошко, за которым сидел охранник с усталым, равнодушным и немного брезгливым лицом. Я не стал ничего объяснять, просто протянул документ. «Кому?» – спросил он. Я назвал имя, сослался на договоренность. Он сделал записи, созвонился с заведующим отделением и начальником охраны. Нажал кнопку. Электрический замок загудел, задребезжал, вибрация прошла по всей металлоконструкции. Подробности посещения казенного учреждения я опущу, в них нет ничего интересного. Те, кто бывал, ничего нового не узнают, те, кто не бывал, пусть и не бывают. Главное – разговор. Разговор с человеком, ради которого я приехал. Больше всего раздражало то, что я даже не вел это дело. Просто поручили провести формальность, приехать, задать несколько вопросов, получить показания, оформить, подписать, вложить в папку и забыть. Но не все встречи в жизни проходят незаметно. Иногда встреча – это столкновение. Один человек равнодушен, другому не все равно. Кто из них прав? Кто имеет право навязать свою волю? Тот, для кого встреча важна, или тот, кто хочет ее избежать? Это риторический вопрос. Ну вот, например, один человек хочет подраться. Пристает к прохожему. Если второй не хочет, драки не будет. Но интересы первого не учтены. Если он навяжет свою волю, конфликт состоится. Один получит удовольствие, другой нет. Закон призван урегулировать такие конфликты. Все должны получить то, на что имеют право, но в рамках этого самого права. Хочешь подраться – иди в секцию. Не хочешь – не дерись. В идеале все решается скоростью приезда патрульного наряда. Кто он, этот маленький человек, которого завели в комнату для свиданий? Я сидел на деревянном стуле перед длинным деревянным столом. Мир убожества и разрухи не ограничивался дорогой, которую забыли сделать в этом городе. Скрипучий стул, кривой стол, усталые охранники.
Чуть живее выглядели санитары, которые привели этого парнишку, хотя, возможно, это ложное впечатление, которое создается из-за белых халатов, наброшенных на их сутулые плечи. У этого парнишки скомканный, затравленный взгляд из-под лобья. Я коротко на него глянул. Для меня это просто работа. Каких только взглядов я не видел. Я разбирался с документами, освежал в памяти вопросы, а мысли мои в этот момент были далеко и от этой комнаты, и от этого стола, и от этого парнишки. Я думал о том, в какую дыру я забрался, и как мне теперь отсюда выбираться. Бывает такое состояние апатии, когда очень плохо с мотивацией. Ничто тебя не радует, ты едешь, потому что тебе сказали. Дело, по которому ты едешь, никаким образом не повлияет на твою судьбу, на твою карьеру. Свалившаяся на голову неприятность, нудная обязаловка. От этого расстояния, на которое ты вынужден удалиться от родного города, словно увеличивается, превращается в вялую трясину, в которую ты погружаешься, но не имеешь права отказаться. Иногда в таких случаях ищешь какие-нибудь параллельные развлечения. Ну, хотя бы хорошая гостиница или симпатичные девушки гуляли бы вокруг. Если бы это была командировка в курортный район, то можно было бы найти что-то приятное глазу. В данном случае приятного ничего не находилось. Даже если бы мне пришлось здесь задержаться, и вопрос стоял, ехать среди ночи обратно или остаться в гостинице, бог свидетель, вариант гостиницы я бы даже не рассматривал. Хоть куда. Если устанешь, прикорнуть можно, остановившись на обочине дороги. Как о таких местах говорят, где я оказался, депрессивный район. Тоской и унынием веяло от всего. Что здесь можно было увидеть? Девушки здесь попадались, видимо, тоже сотрудницы данного учреждения или каким-то образом косвенно к нему относящиеся. Все у них вроде бы живое. Они следят за собой, причесываются, красятся и даже пытаются прилично одеваться. Ну вот веет от всего этого здесь болотной плесенью, скукой и увяданием. Мне приходилось бывать в маленьких городках, везде люди разные, конечно. Но как бы ни было уныло вокруг, всегда у людей есть некий огонек в глазах, какая-то надежда или мечта. И вот как раз у девушек это обычно заметно больше, чем у парней. Девушки всегда ищут перспективу, они всегда знают, что где-то может быть лучше. Просто надо найти тот мостик, который свяжет тебя с удачей. И вот здесь я этого огонька не заметил ни у кого. Наверное, я бы и значения этому не придал, если бы не то, что случилось дальше. Впрочем, обо всем по порядку. Итак, парнишка сел напротив меня, серый, сгорбленный, в стандартной местной одежде, которая больше напоминала застиранные бесформенные тряпки. Что-то белого цвета надетое на тело и черная угловатая рубаха сверху. Он напоминал не столько человека, сколько тень некого бывшего парня. Кстати, в дальнейшем я думал об этом. Мне приходилось брать показания с разных людей, и надо отметить, что их объединяло одно качество, которое в свою очередь было естественным результатом моей профессии. Я работаю в полиции и получаю от них показания. Люди в этом случае редко ведут себя без эмоций. Они либо тебя боятся, либо наоборот, чего-то от тебя ждут, а может быть даже и требуют. Ты не случайная встреча на улице, ты очень серьезная единица в серьезных обстоятельствах их жизни. Тебя не игнорируют, к тебе относятся серьезно. А вот этот мальчишка, который сидел напротив меня, общался со мной именно равнодушно. Вот буквально абсолютно никаких эмоций. Опять же, отмечу, что в то время я не обратил на это большого внимания. Формально где-то внутри головы я объяснил это себе тем, что таково, видимо, влияние этого места, в котором он находился. А он находился в психиатрической лечебнице. Возможно, здесь эмоции не то чтобы запрещены, но могут восприниматься не очень одобрительно персоналом. У психически нездорового человека, да еще и человека, который находится именно в данной лечебнице, а данная лечебница относилась к тем, в которых оказывались психически больные преступники, с большой долей вероятности здесь они воспринимаются как потенциальная опасность. Можно предположить, что с такими вещами здесь так или иначе борются. Одним словом, если бы не все дальнейшее, общая картина при всей своей унылости была на первый взгляд вполне себе стандартная.
Я должен был задать ему вопросы, к чему и приступил без долгой подготовки. Стандартно представился, пояснил причину своего появления, поинтересовался его готовностью ответить на мои вопросы. Получил от него утвердительный ответ «да» и, собственно говоря, приступил к своей работе. «Дима», — начал я, — «мне поручили взять с вас показания по поводу произошедшего. У следователя, который ведет ваше дело, появились пара дополнительных вопросов. Немножко не клеится у него картина. В своих показаниях вы говорили, что решили поехать на природу, чтобы погулять со своей девушкой. Девушку зовут, я глянул в свою шпаргалку, Наталья Свиридова. Дальше вы говорили, что вы начали с ней играться. Если у меня правильная информация, вы играли в прятки. Все верно?» Я поднял на него глаза. Он сидел ссутулившись, взгляд неподвижен перед собой. Впечатление такое, что он смотрел на бланк, лежащий у меня в руках. Но это впечатление было обманчиво. Уж в этом-то я умел разбираться. Я произнес чуть громче, привлекая к себе его внимание. «Дима!» В какой-то момент мне показалось, что он вздрогнул. Но это движение было столь мелким, что я готов был подумать, что мне показалось. Однако результат дал себя знать. Он поднял глаза и посмотрел мне прямо в лицо. Странное чувство я испытал в тот момент. Не думаю, что мне удастся его описать, поэтому я и пытаться не буду. Но, скажем так, это был не тот взгляд, который часто встречается в жизни. Это тот взгляд, после которого ты думаешь, что что-то происходит не так. Спустя мгновение я понял, что он вообще смотрит не на меня, а словно мимо, насквозь, будто меня и вовсе нету рядом. Я повторил свой вопрос, но чуть более настойчиво. «Дима, вы помните тот день, когда пропала Наталья?» Мне показалось, что он шевельнул губами. Я самым естественным образом начал ждать ответа. Однако ответа не последовало. Должен сказать, что меня предупреждали перед этой поездкой, что вести себя с такими, как он, надо крайне осторожно. Он может впасть в беспокойство, а там хорошо, если не в буйство. Это не тот случай, когда можно решить стандартными методами, когда можно это проигнорировать или заподозрить в этом хитрость подозреваемого. Здесь, что называется, не наша юрисдикция. Здесь решения принимают врачи и медицинский персонал. Если начнет беспокоиться, санитар не возьмет на себя ответственность позволить дальнейшее давление, и наш разговор прервется. А если прервется разговор, значит я останусь в этой дыре, либо просто вернусь ни с чем. Это, честно говоря, не самая лучшая перспектива. Плюс к этому, он все-таки действительно находится в сумасшедшем доме. Здесь не только технические вопросы, он ведь реально может замкнуться и не дать мне никаких ответов. К нам приблизился санитар, который его привел. Он посмотрел на меня с пониманием. И даже, как мне показалось, с некоторым сочувствием, в то же время стараясь явно меня ободрить. Без всякой мягкости в голосе, четко, внятно, с расстановкой он дал мне совет. «Говорите с ним нормально, можно даже потверже. Он голосовик, поэтому он слышит не только вас». «Голосовик?» – переспросил я. «Да, у него голоса», – как-то удивительно радостно подчеркнул санитар. Я перевел взгляд обратно на своего собеседника. Он продолжал шевелить губами. Теперь мне стало понятно, что, видимо, он ведет диалог, но, видимо, не со мной. Я внял совету и задал свой вопрос уже более громко, четко и где-то даже напористо. «Дима, мне нужны ваши показания. Вы должны вспомнить, что было во время прогулки с Натальей. Дима!» Еще громче повторил я. И в этот момент мне показалось, что взор его прояснился. Результат был налицо. Да и, в общем-то, на лице моего собеседника. Сейчас я точно понимал, что он меня видит. Я произнес более вкратчиво. «Дима, расскажите мне, что случилось с Наташей? Что произошло? Я вам не враг, я пытаюсь разобраться. Следователь, который ведет ваше дело, попросил меня сделать некоторые уточнения. Вы рассказывали, что была какая-то яма или какая-то пещера, и она поскользнулась или упала туда. Надо найти эту пещеру, понимаете? Вполне возможно, мы можем помочь Наталье. Нельзя тянуть время. Ее до сих пор не нашли, мы должны это сделать. Помогите нам, пожалуйста». «Она там», — произнес он.
«Она жива?» – спросил я. «Она там, она зовет меня». Глаза его немного сузились, он всмотрелся в мое лицо. «Она там, я это знаю». «Дима», – перебил я его, – «просто объясните, что произошло, где она находится. Если есть шанс ей помочь, то надо это сделать быстро». «Она...» – он подыскивал слова. «Она там». Мне показалось, что губы его начали растягиваться в улыбку, но потом это движение словно сбилось. Один уголок губ опустился вниз, другой, наоборот, приподнялся. «Не надо», — вдруг сказал он. «Это нельзя делать». «Что нельзя делать?» — не понял я. Мне начало казаться, что наш контакт снова обрывается. Выглядело так, что, заметив меня на какое-то мгновение, он начал произносить слова вслух, но эти слова, как и были с самого начала, не относились ко мне. Они произносились не для меня. Просто его шевелящиеся губы начали издавать звуки. Это как если бы вы выключили звук на музыкальном диске, а потом его включите, то просто вырвите какой-то кусок из общего звучания. Выглядело так, что я именно это и сделал. Я привлек его внимание, и он начал озвучивать то, что до этого произносил беззвучно, одними губами. Буквально это трудно воспроизвести, ведь я сейчас это вспоминаю по памяти. Но в общем набор выглядел следующим образом. Она там, ее надо спасти, она зовет, но не надо спасать, спасать нельзя, это не она там, она ждет, ее нет, надо оградить и никого не пускать. В общем, если честно, просто набор бреда. Мне ничего не оставалось, кроме как вздохнуть и опустить плечи. Моя мысль о том, что мне удалось наладить диалог, была ошибкой. Никакого диалога не было с самого начала. Я перевел взгляд на санитара в какой-то остаточной надежде, пытаясь найти там спасение. Но тот лишь пожал плечами и качнул головой. Словно прочитав мои мысли, он показал полное со мной единодушие. «Он все хуже», — сказал санитар. «Теряет связь с реальностью, с каждым днем все сильнее. Раньше еще хоть какие-то отдельные слова понимал, а сейчас его даже в туалет надо за руку водить. Вроде еще слышит, понимает, так кажется, но на самом деле он в какой-то своей реальности. Никакое лечение не помогает. Ему лечение добавляли, отменяли, никакой разницы. Он как в штопоре, уходит в свою реальность». Я решил воспользоваться моментом и последней надеждой вырвать хоть кусочек истины из санитара. Вдруг он что-то слышал. Может быть, Дима что-то говорил еще до того, как полностью ушел в свою прострацию. Я спросил. Он не рассказывал об этом своем путешествии? Вообще что-то поделал? Давал какие-то показания? Поняв, что слово «показания» здесь, наверное, неуместно, я поправился. Может быть, мне есть смысл поговорить с его лечащим врачом поподробнее? Может быть, есть какие-то детали по делу? Санитар вновь пожал плечами и ответил, что поговорить с врачом, конечно, можно. Ее достаточно вызвать, и что она даже сама говорила, если ее помощь понадобится, чтобы ее позвали. Но она сказала, что ничего нового к делу он не прибавил. Никакой особой информации полезной у нее нет. Иначе, я так понимаю, она бы и сама сообщила, куда надо. Но здесь, похоже, случай трудный. «Мы-то санитары, с ними даже больше, чем врачи, общаемся», — добавил он. «Я тебе скажу так. Поначалу он больше говорил вслух. И, как я сказал, некоторые слова понимал. Но самые простые — пойти получить лекарство или пойти в туалет — это он еще понимал». «Очень хорошо понимал», — усмехнулся санитар. «Когда надо идти на обед». Но сейчас даже это на него уже не производит никакого впечатления. За руку ведешь и уводишь. Я поблагодарил за эти подробности, вновь посмотрел на Диму, попытался еще раз к нему обратиться, но было ясно, что передо мной глухая стена, за которую мне не достучаться. Я развел руками, давая понять, что свидание закончено, начал собирать документы. Санитар за руку поднял Диму из-за стола, тот покорно подчинился. Только в самый последний момент, когда его выводили из комнаты свидания, он вдруг обернулся. В этот момент и я глянул ему вслед. Наши взгляды встретились, и он сказал абсолютно четко:
«Я оставил инструкции. Не ходите туда. Сделайте, чтобы никто туда не ходил». Я ухватился за последнюю надежду, махнул санитару, чтобы он не уводил его. «Стой, стой, Дима! Что ты хочешь сказать? Какие инструкции? Где? Где ты их оставил?» Санитар быстро перехватил суть происходящего и подключился, ловко мне подыгрывая. Он держал Диму под локоть и искоса заглядывал ему в лицо, начал нашептывать. «Дим, давай, расскажи, это хороший парень, он полицейский, он сделает все как надо, всех защитит». «Что? Где ты оставил? Какие инструкции? Говори, не стесняйся, тебе ничего за это не будет, это очень хорошо, за это даже поощрения будет». Я сделал к нему шаг, в то же время осторожно, боясь спугнуть налаживающийся контакт. «Дим, успокойся», — сказал я. «Просто успокойся, подыши и расскажи, какие инструкции ты оставил, где Наташа, как ее найти». «Ее нельзя искать», — вдруг заорал Дима. И это было совершенно неожиданное бешенство. В одно мгновение его стало невозможно узнать. Он оттолкнул санитара и бросился на меня. «Нельзя!» — кричал он, даже, правильнее сказать, визжал. Было видно, как слюни из его до этой секунды расслабленного рта разлетаются в стороны. Мне показалось, что он хотел вцепиться мне в лицо. Это было так яростно и неожиданно, что я, надо признаться, растерялся. Забыл все приемы, которым нас учили для таких случаев. Едва успел отклониться в сторону, толкнуть его плечом, перенаправляя энергию его тела в стену. Дима впечатался в бетонную поверхность. К этому мгновению уже успел подлететь санитар и одетый в камуфляжную форму охранник внешнего периметра учреждения. Они быстро скрутили мальчишку и потащили к выходу. Охранник успел сказать мне, чтобы я оставался на месте и ждал, когда меня выведут. «Мужики», — как-то растерянно промычал я. Я хотел добавить, что, может быть, он еще что-то успеет сказать, но было очевидно, что момент окончательно упущен. Ясно было только одно — я все испортил, произнеся слово «Наташа». Видимо, на него это действовало раздражающе. Будь я умнее, еще пара встреч с ним, возможно, учитывая прошлые ошибки, мне бы удалось добыть хоть какую-то информацию. Но так уж устроена система, в которой я работал, что это невольное творчество. Дали команду — приехал, дали команду — уехал. Получилось взять показания замечательно, не получилось тоже неплохо. Меня это мало волновало, да и, собственно говоря, как исследователя, который вел это дело, иначе бы он сам съездил. А тут наложилась ситуация, сын болел, приходилось брать отгулы. Оно, конечно, естественно, все понимают, но за такие вещи надо рассчитываться, чтобы у всех хотя бы было ощущение, что справедливость торжествует. Вот в таких случаях дают такую задачу – съездить, сделать дело, которое по большому счету никому не надо. Но формальность вроде как обязует. Так что, как было сказано сразу, встреча эта была никчемная и ненужная. Для меня этот человек не играл никакой роли. Я для него, возможно, играл, и, наверное, большую. Он что-то хотел донести, некую информацию из своего воспаленного мозга. У него не получилось донести, у меня не получилось ее принять. На этом бы и разойтись, и забыть. Но так уж устроен этот мир. Мы никогда не знаем, кто в нашей жизни окажется важной вехой, а кто лишь тень чего-то мелкого и ненужного. А кто-то мелкий и ненужный, но является тенью чего-то большого и вполне может оказаться зловещего. Если бы все на этом и завершилось, боже, какой смысл теперь думать, что было бы, если бы на этом завершилось. Увы, не завершилось. На следующий день я приехал в отделение, составил краткий рапорт о поездке, допросить не удалось в связи с психическим состоянием подозреваемого. Передал документы в канцелярию для пересылки следователю. Обычная формальность. Дело закрыто с моей стороны. Когда я вернулся домой, то сразу с головой погрузился в стандартные бытовые дела. Поужинал с женой, поговорили по поводу покупок.
Что-то она мне рассказывала про какую-то знакомую, я, как обычно, кивал. Сын делал домашнюю работу, иногда прибегал, тоже что-то рассказывал. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что в этот вечер я мало уделял внимания своей семье. Скажем так, все мои реакции были формальными. Они были отработаны годами, поэтому это происходило машинально. Они даже не заметили, что со мной что-то не так. Это заметил я. В какой-то момент я вдруг понял, что я совершенно не слышу, о чем они говорят. И спроси меня, на что я говорил «да», и даже повторял какие-то фразы, и даже высказывал что-то со своей стороны, я бы не смог сказать, о чем мы разговаривали. Просто в какой-то момент, как раз когда жена ушла в ванну, я вдруг замер и понял, что я нахожусь не здесь, что мысли мои где-то далеко. Причем эти мысли не были на поверхности, я даже не понял, что именно завладело моим сознанием. Свел брови, опустил глаза. Это такое чувство, когда пытаешься что-то вспомнить, что-то вот рядом, где-то здесь, но никак не можешь зацепить эту мысль, она ускользает. В этом случае иногда идешь путем исключения. Тревожит меня мое дело, которое я веду по поводу драки в магазине. Нет, там все вроде бы в порядке. Ничего такого, что можно было бы воспринимать особенно эмоционально, не было. Ничего такого, что я забыл сделать. Ничего тревожного из того, что бывает обычно. И вот в моей памяти, само собой, естественным образом, тем самым методом исключения, всплыло событие с мальчишкой в сумасшедшем доме. Я даже удивился, растянул губы, в этом событии вообще ничего не было. Я к этому событию был абсолютно равнодушен. Но всплывшее воспоминание не собиралось исчезать. Парнишка опять стоял перед моими глазами. Я повернул голову к темному окну, задумался. На меня смотрело мое расплывшееся в двойном окне отражение. Такое же призрачно-прозрачное, как и тот мой собеседник. Я поджал губы. Для меня становилось все отчетливее, что именно этот разговор почему-то засел у меня в подсознании. Именно он меня не отпускал. Но что в нем было особенного, я не мог понять. Пришла жена, я как-то сразу задал ей вопрос. Вернее, вопросительным голосом произнес. Сегодня в командировку ездил, в сумасшедший дом. Сумасшедший дом? Она приподняла брови. Но, скажем так, руками не всплеснула, как это у нее бывает, когда она действительно удивлена. Скорее подыграла. Да, там надо было опросить одного парнишку. Пошел он гулять куда-то со своей подругой. Теперь подругу не могут найти, пропавшая. «И что, он ее убил?» – спокойно спросила жена, поворачиваясь к раковине. «Не знаю», – ответил я. «Что, ты ведешь это дело?» «Да нет, попросили. Рядовая поездка, дело не мое». «Тогда почему об этом думаешь? Если не твое дело, не твое дело, так не твое дело». «Да вот я и думаю, что делаю-то. Вроде не мое, а парнишка странный». В голове у меня пронеслось, что если кто-то и есть странный этим вечером, то это я. Мало того, что я редко говорю о работе дома, у меня это как-то не заведено, а тут мало того, что разговорился, еще и всерьез задумался. Я над ее вопросами так не задумываюсь, это, наверное, даже как-то нечестно выглядело. Поначалу она довольно равнодушно реагировала на мои слова, занималась посудой, заварила чай, сделала мне кружку себе и села за стол. И тут я понял, что она включилась в эту историю. Она внимательно посмотрела мне в глаза, словно требуя ответа. Я знал ее взгляд. Когда она так смотрит, лучше ответить. Другое дело, что раньше это случалось только если вопрос касался ее личного неудовольствия, либо какого-нибудь требования или просьбы. То есть, что называется, всерьез она подходила к вопросу, садилась напротив и чисто, как следователь, въедливо изучала тебя. Вопросы у нее в таких случаях становились рубленными, короткими и очень деловито точными. Так случилось и в этот раз. Странный получался вечер. Я говорю о том, о чем обычно не говорю, причем о деле, которое меня не касается. А она входит в курс с полным вниманием. Не только к этой теме, но уже инициативу перехватила. Видимо, она поняла, что у меня какие-то трудности внутренние. Почему-то меня цепляет это дело. Возможно, в тот момент, когда я еще сам не давал себе отчет в серьезности своего отношения к событию, она уже это считала. Она поняла, что что-то меня тревожит.
Видимо, тревожит глубоко и всерьез. Именно настолько глубоко, насколько она умела бить своим взглядом и своими короткими рубленными вопросами. «И что там у них случилось?» – спросила она. «У кого?» Я поймал себя на мысли, что вновь отключился от окружающей действительности. «Ну вот этот парнишка», – продолжала она. «Он говорит, что они поехали гулять куда-то. И что там у них случилось?» «Я не знаю», – удивленно произнес я и повел плечом. «Но...» «Подожди». В ее голосе начали появляться те самые жесткие нотки. «Они поехали гулять куда?» «Они поехали гулять за город». «Куда за город?» «Ну, есть какое-то место. Он хотел ей показать какие-то красивые места. Потом они что-то там начали дурачиться и играть, то ли в прятки». «Ага», – перебила она. «Они начали играть в прятки. Значит, это какое-то место, где есть где спрятаться. А сколько им лет? Почему они в прятки играют? Они что, маленькие совсем?» «Да не то чтобы маленькие», – задумался я. «Там, наверное, были какие-нибудь, заброшенные дома или что-то еще. Может быть, какая-то стройка. В каких местах людей тянет играть в прятки?» «Да здесь не в прятках дело», – немного нараспев произнес я. «Нет», – резко обрубила она. «Нет, здесь дело именно в прятках». «Почему ты так говоришь?» «Потому что играть в прятки – это ненормально», – язвительно растягивая слова, произнесла она, покачивая головой и глядя на меня, словно я слабоумный. «Ну да», – согласился я. «В общем, наверное, странно». «Дело не в странности», – ее голос снова поменялся. «Дело в том, что это неестественно. Это ненормально. Мальчишка и девчонка, парень и девушка едут куда-то или идут, это не важно. Они где-то уединяются, что это вообще за место? Там были еще люди или нет? Они играли вдвоем в прятки. То есть, если два молодых человека находятся где-то, то как-то странно, что они играют в прятки. Они нашли друг друга, они вместе, зачем же им друг от друга прятаться?» «Ну это просто игра», — отмахнулся я, словно не находя в ее словах никакого смысла. «Когда молодые люди играют, это не игра, это всегда заигрывание. Тут еще важно, кто именно прячется. Если пряталась она, то, скорее всего, она хотела, чтобы он ее нашел. И, возможно, она и пряталась там, где хотела, чтобы он ее нашел». Жена сделала особое ударение на слове «где». «Понимаешь?» – спросила она. «Ну», – протянул я, – «наверное». «Я тебе точно говорю», – сказала она. «Здесь надо понять, где они были, почему они начали играть и чем эта игра закончилась. Тогда сразу все станет понятно, кто какую роль занял в этой игре и почему вообще началась эта игра». «Да это не мое дело», – махнул я рукой. «Но оно странное», – произнесла жена задумчиво. Мне вдруг подумалось, что мы поменялись с ней местами. Теперь о странности дела уже говорит она, а мне осталось только встать к плите. «А ты вообще никаких подробностей этого дела не знаешь?» – спросила она. «Нет», – отмахнулся я, вставая из-за стола. «Это стандартная привычка, если чувствуешь, что разговор лишний, его лучше вовремя оборвать, иначе он превратится во вредный». Наверное, вся эта история на этом бы и закончилась, так же, как и этот вечер, так же, как и этот разговор. Несколько дней я не вспоминал об этом деле. Все было как обычно, пока однажды не поймал себя на мысли, что на работе я ушел в прострацию, совершенно отключился от происходящего вокруг. Как будто меня выключили в какой-то момент, как будто я лунатик, и вдруг проснулся. И проснулся я перед дверью кабинета именно того следователя, который вел дело с парнишкой из психушки. Я не помню, как я подошел к этой двери. Вот буквально выпало из моей памяти несколько десятков минут. Я был в кабинете, мы с коллегами обсуждали сначала одно дело, потом кто-то перевел разговор на зарплату и премии, кто где будет отдыхать, проводить отпуск. Естественно, обсудили и жен, и женщин-коллег по работе, и вдруг я стою перед этой дверью. Первая механическая мысль, зачем я сюда пришел. Начинаю копаться в голове, может быть, мне надо было что-то забрать, сказать, какое-то дело, связанное с работой, меня сюда привело. И понимаю, что ничто меня не должно было сюда привести. Дверь открылась, я вздрогнул от неожиданности и отстранился. «Здорово, Женек», — сказал следователь. «Здорово».
— ответил я. «Ты чего здесь?» И тут у меня как-то само собой выскочило. «Слушай, а что с этим делом? Вот этот парнишка в сумасшедшем доме. Что-то мне зацепилось. Его история про то, что они где-то там, Наталья это, или как ее, прятки какие-то играли, к чертям собачьим прятки играли. Действительно, они что, маленькие прятки играть?» «Какое дело?» — поначалу не понял следователь. Тут надо понимать, что у следователя много дел. А уж такое, которое он готов был положить в долгий ящик, довольно рядовое событие с делами о безвестно пропавших людях. Такое дело точно не на поверхности в памяти. Да, память у нас устроена профессионально. Какие-то вещи мы запоминаем очень точно. Но все же память проводит свое ранжирование. И когда человек, не имеющий отношения к делу, который ты ведешь, задает вопросы об этом деле, да еще и дело-то у тебя не из самых важных, не грех растеряться. Однако надо отдать должное, он быстро взял себя в руки. «А что там с этим делом?» – спросил он. «Да вот», – растягивая слова, протянул я, – «вот эти его показания. То, что они там играли в прятки. Что это за прятки? И почему они стали играть в них? Молодые вроде ребята, им бы другими какими делами заняться. А они прячутся друг от друга. Нелогично вроде как получается». Следователь на мгновение задумался, опустил глаза, видимо, перебирая в памяти дела и их отголоски, вновь поднял глаза на меня. «Ты ж вроде в рапорте отметил, что не получилось провести допрос», — сведя брови, уточнил он. «Ну да», — согласился я. «Но у меня же была изначальная информация, к тому же он вел себя неадекватно, у него истерика началась, санитары его забрали. В принципе, описывать было нечего, но кое-что он успел мне сказать. Такое вроде дело не в тему, но я подумал, что есть смысл тебе это в устной форме сообщить». «В устной это хорошо», — согласился следователь. «Слушай, я сейчас как раз на обед. Может, давай заглянем в кафешку вместе? Как раз расскажешь, что он там болтал. Ты извини, что это дело вообще на тебя взвалили. Формальность, нужен был еще один допрос. А говорить с ним толк никакого нет. Я вообще думал, что пошлют какого-нибудь практиканта». «Да нет проблем», — ответил я. И как-то само собой, естественным образом, мы двинулись по коридору. Пока шли по улице, потом стояли в очереди в кафе с подносами, меня это несколько освежило. На краю сознания все еще была мысль, зачем я это делаю? На кой мне вообще это нужно? Что следователь, наверное, на меня будет странно смотреть с моим любопытством. Но это шло параллельно, где-то именно что на краю сознания. Так выглядело, будто мое естественное состояние, то, каким я всегда был, это естественное и превратилось в едва уловимый голосок где-то в глубине головы. Голосок слабый и не очень настойчивый. Просто жена задала такие вопросы, которые действительно было бы любопытно разъяснить. Да и ей это было интересно, почему бы ее не порадовать? А вдруг она сама раскроет это дело? Вот возьму, проверю ее версию, она окажется реальной, подкину идею следователю. Ему поможет в раскрытии, у меня, наконец, из головы вылезет этот ненормальный со своими причудами. А жена 2 года гордиться будет и перед подругами хвастаться. Все в целом получалось неплохо. Мы сели за стол, расставили тарелки и принялись за еду. «Так что там тебе показалось странным? Что он там тебе наплел?» – спросил следователь. «Да он мне всерьез ничего не наплел. Поначалу вообще бормотал какую-то ахинею. Но когда его вводить начали, он вдруг как-то странно на меня посмотрел, и не поверишь, он на меня бросился. Это еще его счастье, что я не ожидал. Подлетел санитар, там его охранник из вооруженной охраны, скрутили его вовремя. А то еще неизвестно, как бы все закончилось». «Да ты что?» – удивился следователь. «Реально на тебя бросился?» «Да», – согласился я, продолжая свою мысль, но дело не в этом. Дело в том, что перед тем, как броситься, он успел сказать, что он оставил инструкцию. То есть что-то есть, что может прояснить это дело, какая-то инструкция. Вот понять бы, где они были, где конкретно. Может быть, останавливались где. Где он мог оставить эту инструкцию? И когда я ему сказал, что мы поможем Наталье, спасем Наташу, вот тут его словно переклинило, заорал и бросился на меня. Я поднял глаза от тарелки и замер на 1 секунду, увидев, какими глазами на меня смотрит следователь. «Что?» – не удержался я от вопроса. «Что?» – повторил мой вопрос следователь. «Да это поразительно, то, что ты сейчас рассказываешь.
Почему? Потому что до тебя он ни с кем вообще не говорил, только губами шлепал. Что с ним не делай, либо шлепает беззвучно, либо какую-то белиберду тараторит. А ты говоришь, он инструкцию оставил. А почему ты это в рапорт не внес? Да не выглядело это все как рациональные размышления. Ну да, логично, согласился следователь и вернулся к еде. Но через мгновение вновь опустил ложку, опять посмотрел на меня. Так что ты там про инструкцию говоришь? Он рассказал, что? Что по поводу этого говорил? Да ничего, говорит, инструкция какая-то там. Найди ее, никого не пускайте. И я говорю, мы спасем, а он говорит, спасать не надо. И вот дальше у него, короче говоря, совсем ему плохо стало, увели его. Следователь откинулся на стуле и на секунду задумался. Я тоже был в этом разговоре человек не праздный, и в принципе у меня в голове рисовалась картина, по какой причине он размышляет. Вообще с этим делом картина была такая. Диму этого нашли, когда он вышел из леса, оборванный, растрепанный, речь невнятная. По счастью, с собой у него были документы. По ним установили личность, пробили по базам. Оказалось, он в розыске. Столичные коллеги оперативно начали искать по заявлению родственников. Сопоставили, все сошлось. Пропало 2 человека, нашелся 1. Уже неплохо. Дальше стандартная канитель. Столичное дело нам перекинули, что совершенно естественно в такой ситуации. События у нас, место происшествия у нас. И пропавшие у нас. И обнаруженный тоже наш. Улики на нашей земле, нам и ковыряться. Вот только как ковыряться, когда единственный свидетель сам себя не узнает. Вызвали психиатра местного, следом санитары и увезли свидетеля. Вообще такие ситуации в полиции не любят, когда задействованы разные районы. Все пытаются дело друг на друга скинуть. Но проблема главная заключается в том, что у одних, вот как у нас в данном случае, события и улики, у них родственники свидетелей места проживания. Тоже, в принципе, есть чем поковыряться. Они не хотят ехать к нам, чтобы ковыряться с уликами, нам тоже радости мало мотаться к ним. И ладно бы свидетель хоть что-то внятное сказал, или были какие-то еще свидетели, ничего нет. По идее, следователь совершенно спокойно мог закинуть это дело на дальнюю полку и выбросить из головы вон. Ему чужая головная боль не нужна, лишь бы своей не было. Тот случай, когда новые данные для дела его не обрадуют. Он уже рад забыть про него, а тут что-то новое появилось. Куда это привязать? Был бы хоть подозреваемый вменяемый, а он вообще никакой. Врачи добрых прогнозов не дали. Если, конечно, придет в себя, то это уже что-то. От этого можно как-то отталкиваться. А если не придет, то любая дополнительная информация, скорее всего, превратится лишь в дополнительный геморрой, который надо будет тоже как-то сопроводить, еще пару отчетиков и рапортов запихать на ту же дальнюю полку. Сейчас, когда следователь задумался, скорее всего, в его голове примерно такие мысли и звучали. Он думал, куда присобачить эти инструкции некие, которые где-то там оставил полоумный свидетель. Да и что, если эти инструкции плод его воспаленного воображения? Очевидно, что он придет к выводу, что нет целесообразности принимать данную информацию во внимание. Как говорится, не буди лихо, пока тихо. И, конечно же, он к этому выводу пришел. Вновь склонился над тарелкой, взял кусок хлеба, ложку и, словно ставя точку в разговоре, сказал: «Да нет, бред это все какой-то, инструкции какие-то, забей». Его ответ был абсолютно ожидаем. Я кивнул своим мыслям и тоже вернулся к еде. Вечером дома у меня состоялся разговор с женой. Не то чтобы я был инициатором, но, скажем так, не стал мешать ее любопытству. Она, конечно же, интересовалась, что с этим делом и удалось ли выяснить, что там за прятки такие они устроили. Она не приставала ко мне, осторожно поинтересовалась один раз, пытаясь прощупать, готов ли я вернуться к этой теме. А я как бы осторожно дал ей понять, что в принципе почему бы и не пообсуждать. Она приготовила чай, села к столу, закинула ногу на ногу. В глазах появился блеск. «Так где они были?» – спросила она. «Где они были?» – съязвил я. «Никому не известно, потому что он находится в невменяемом состоянии, говорит мало связанных вещей. Но и тому, что можно разобрать, мало веры. А вышел он из леса недалеко от Мещерина».
Мещерина жена аж руками сплеснула. Ясно было, что ей понравилось то, что места эти она хорошо знает. У нее там 2 одноклассницы живут. «Да», — кивнул я. «И что? Они в прятки играли в лесу, что ли?» — удивилась она. «Да вряд ли», — протянул я. «Суть-то дело в том, что подруга его не нашли до сих пор. А район этот все-таки не тайга, там глухих мест-то нет. Если бы она была там, уже кто-нибудь наткнулся бы. Получается странно, пропала, как сквозь землю». «Словно провалилась сквозь землю», — задумчиво протянула жена. «Сквозь землю», — я поднял на нее глаза. «А ее вообще пытались искать?» «Да не знаю я, не мое это дело», — ответил я. «Опера наверняка походили, поспрашивали». «Ну смотри», — сказала она чуть громче, привлекая мое внимание и делая акцент на том, что здесь-то и есть самое главное. «Тайна может быть в ответе. Если там, где его нашли, — сказала она, — ее нет, значит, они были не там, где его нашли. Значит, он какое-то время еще шел. А были они в другом месте». «В каком?» — спросил я. «Ну, в каком месте они могли быть, чтобы ее нельзя было найти?» Она задумалась. «А можно как-то быть уверенным, что они вообще сюда вместе приехали? Они же приезжие, я так понимаю». «Ну да, из столицы явились». «Ну вот, видишь», — сказала она, — «значит, сюда они, скорее всего, приехали, иначе вам бы уже плешь на голове проели ваши коллеги. Что-нибудь где-нибудь бы выяснилось. Раз ни у кого, кроме вас, голова не болит, значит, они сюда приехали оба, а потом вы нашли только его. Логично?» «Ну, логично», — вынужден был согласиться я с очевидными выводами. «Вот», — довольно протянула жена. «Значит, приехали вместе, он в невменяемом состоянии, а ее нет. Значит, скорее всего, что-то случилось, и, по всей видимости, случилось с ними обоими. А что могло с ними случиться?» «Что?» — спросил я. «Вариантов не так уж и много», — нараспев произнесла она. «Либо на них напали, например, может быть, побили его, вот он теперь сумасшедший. Но тогда, скорее всего, вы бы об этом знали, были бы какие-то свидетели. Да и шпану вы нашу знаете, как облупленную. У нас тут не город-миллионник, все у всех на глазах. Значит, хулиганы, скорее всего, отпадают». «Ну», — призывно сказал я. «Что тогда остается?» — нетерпеливо задала вопрос жена. «Что остается?» Она поняла, что нет смысла ждать от меня озарения, и продолжила развивать свою мысль. «Хулиганы не получаются. К тому же наши хулиганы — это не убийцы. Нет у них такого опыта. И, скорее всего, их бы вы уже поймали. Что остается? Какие-то пришлые. Логично?» «Ну, возможно», — согласился я. «Возможно, кто-то из тех, у кого есть здесь дачи, свои дома. Таких сейчас немало. Но это какие-то деятели из диаспоры здесь в основном. Чего бы им какие-то 2 туриста сдались? У них другие масштабы и другие интересы. Да и к тому же он же, наверное, не побитый или побитый?» «Да нет, вроде не побитый. Ободранный весь какой-то, вышел из леса, растрепанный». «Ну вот», — радостно воскликнула она, ожидая, что хоть на этот раз я тоже сделаю очевидный вывод. Но я разочаровал ее и вывода не сделал. Хлебнул чая и закурил сигарету. «Да фиг его знает», — отмахнулся. «Может, они свалились куда-нибудь в яму какую. Быть может, он башкой стукнулся, а она, может, и сейчас там валяется. Просто не попалась еще никакому грибнику». «Ну вот», — жена словно еще сильнее обрадовалась. Я свел брови. «Что вот?» «Ты сам говоришь, куда-то они могли провалиться. Видишь, даже ты автоматически думаешь о том, что если они не с самолета упали, стукнувшись башкой, значит, башкой они стукнулись, когда провалились куда-то ниже уровня земли. И это как раз тот единственный вариант, при котором человек может пропасть, провалившись куда-то». «Ну и куда они могли провалиться в лесу?» «Ну почему в лесу-то?» — вновь взмахнула руками, поражаясь моему тугодумию жена. «Ты же сам говоришь, в лесу бы уже давно нашли». «Правильно говоришь. Из чего бы делать вывод, что что-то должно было произойти в лесу? На нем же не было написано «все произошло в лесу». Значит, это, может, и не в лесу произошло. Это где угодно могло произойти. Недалеко. Что находится?» «Что?» «Ну, кроме леса и полей, что еще есть неподалеку?» «Ну, река есть». «Верно, есть река.
Но он же не мокрый вышел. Кстати говоря, реку я тоже не отбрасывала бы как один из вариантов пропажи человека. Можно упасть в реку и уплыть по течению куда-то, но это нам тогда не сможет объяснить, почему он с ума сошел. Если бы он пытался ее спасти, был бы мокрый, это было бы заметно. Да вещи какие-нибудь, наверное, бы нашлись его. Но самое главное, река никаким образом не укладывается в его рассказ про то, что они играли в прятки. Как они в прятки играли? Она нырнула и уплыла по течению? Он ее ищет, что ли? Очень смешно, сказал я и отвернулся к окну. Но смотри, лес не подходит, река тоже не укладывается. Что остается? Что остается, протянул я, как-то уже не очень думая о том, что говорю, произнося слова машинально. Каменоломни остаются еще. «Ну вот», — воскликнула жена, ее едва не подбросила на месте от радости. «Я ж тебя к этому и веду. Единственное место, где может человек пропасть, и его сразу не найдут, это каменоломни. Они буквально за лесом. Лес, поле, и вот они. Пожалуйста». «Думаешь, они были в каменоломнях?» Я уже с любопытством глянул на жену. «А зачем думать? У тебя довольно много информации. Ты просто сам ее сложи в единое целое. Они приехали. По дороге ничего не происходило. В городе ее не ищут. Значит, там нету никаких фактов, что она могла в городе пропасть. Там она, кстати говоря, тоже никому не попадалась на глаза. Да более того, если бы что-то произошло в городе, стал бы он ехать сюда. Да еще и приехав, вдруг сходить с ума в лесу. Он же не симулирует, что он сумасшедший?» – спросила она. «Да вроде нет, он совсем завернутый». Мне вспомнились глаза Димы и как он, разбрызгивая слюни, кинулся на меня. «Ну вот, получается, что произошло все-таки здесь, да еще и на него произвело впечатление. Может, он сам там заблудился, в каменоломнях я имею в виду. Потому что, смотри, приехали они, а дальше, что они должны были сделать? Они хотели, наверное, пойти в эти каменоломни. В каменоломнях сам Бог велел поиграть в прятки. Это вообще само собой напрашивается. Вот только есть один нюанс. Они приехали на машине или своим ходом? Есть такая информация у тебя?» «Я думаю, что своим, потому что у него только документы с собой были. Машина никак не фигурировала, мне на глаза не попадалась, следак не говорил». «Значит, они приехали своим ходом. Значит, они, скорее всего, сняли где-то здесь отель, которых здесь огромное множество. Я тебе могу даже список составить. Светка, ну, знаешь Светку же. Она работала здесь в одной гостинице. Я, в принципе, у нее могу спросить, какие здесь есть отели. Потому что некоторые есть на картах, в телефоне можно найти, какие-то нет. Если хочешь, могу поинтересоваться у нее». Следующую фразу я произнес машинально. Я не планировал сообщать о ней жене. Не то чтобы собирался скрывать, просто как-то не думал о том, что это надо говорить. Но тут она у меня сама собой свалилась. Он, когда я к нему ездил, сказал про то, что какую-то инструкцию оставил. «Инструкцию оставил?» В этот раз жена чуть со стула не свалилась. «Инструкцию? Прям так и сказал?» «Да, он сумасшедший. Он мог сказать все, что угодно». «Ну подожди, ведь смотри, мы с тобой только что пришли к тому, что они, видимо, остановились где-то здесь, в гостинице, пошли в каменоломни, там они играли в прятки и, видимо, доигрались. Что в этих местах, как ты знаешь, не такая уж и редкость. Уже и вход заваливали, потому что опасность есть. Сейчас журнал приходящих лежит, в котором нужно расписаться, кто входил, кто выходил, и все там расписываются. Вот я тебе точно говорю, если пойти узнать, то выяснится, что они расписались, когда туда заходили. И скажу больше, вот прям я уверена, что если они заходили, то выходил он один. Хотя вот здесь не обязательно, вдруг задумалась она. Если он выходил уже в невменяемом состоянии, мог и не расписаться. Но я бы на месте следователя обязательно проверила журнал входа в пещеры и поискала гостиницу. Наверняка там вещи какие-то есть. И ты говоришь, что там есть какая-то инструкция? Это ж вообще все дело меняет. Вам просто надо найти эту инструкцию. И что там? Наверное, он написал что-то. Там, наверное, ответы все есть. Чего гадать-то?» Я повернул голову, посмотрел на нее, меланхолично произнес. «Ну и кто все это делать будет? Кому это надо? Следак это дело уже на полку закинул. Оно ему 100 лет не сдалось». «Как это ему не сдалось?» – возмутилась жена. «Это же дело 2 секунды раскрыть.
Надо просто пойти проверить. В конце концов, что он, развалится, что ли? Что ему, хуже будет? Ну, не найдет он записи в журнале, и все. Тут и полицейским быть не надо. Пойти да посмотреть. Слушай, давай я схожу, посмотрю завтра. Тем более здесь недалеко, к Светке загляну. Да, не знаю, протянул я. Ерундой мы какой-то занимаемся. Ну, не знаю, махнула она рукой, встала со стула. Может, ерундой, может, не ерундой. А девчонка все-таки пропала, как ни крути. Она ведь тоже человек. Чья-то дочка. Ждет ведь ее кто-то. Да, и то верно, согласился я и тоже встал из-за стола. После этого несколько дней я не возвращался к вопросу данного дела. Закрутило на работе, как-то не до этого было. Жена, надо сказать, не удержалась и действительно на следующий день прогулялась до каменоломен. Посмотрела журнал, но ничего не обнаружила. Как я понял, они с подругой даже по лесу походили, но ничего не нашли. Была у них одна находка. Они нашли отель, в котором останавливались двое молодых людей. Вернее, они нашли отель, где жильцы съехали без предупреждения и оставили вещи. Ну, то ли забыли, то ли бросили. Ничего особо ценного, поэтому отель не стал бить тревогу, но вещи сохранили где-то в подсобке. Жене, естественно, их не отдали. Она со своей Светкой расспросила администраторов. Те примерно описали пару, которая жила в номере. Это был некий молодой человек и девушка. Что касается имен, которые они озвучивали при регистрации, администрация сообщать отказалась, что совершенно естественно. Такие вопросы может задавать только человек из соответствующих органов. У меня эта информация легла как некий параллельный багаж в голове. Вообще, последние несколько дней я чувствовал себя не очень. Не то чтобы физическое недомогание, какая-то странная слабость, или даже, можно сказать, слабая отстраненность. Я то отключался, думал о каких-то параллельных вещах. Пару раз даже на работе спрашивали, хорошо ли я себя чувствую. Какая-то отстраненность появилась, что ли. Даже не знаю, как точно объяснить это состояние. Такое какое-то ватное. Так бывает, когда ты о чем-то думаешь, на чем-то сконцентрирован, все остальное уходит на второй план. У меня же на второй план вообще все ушло. Состояние такой легкой прострации постоянной. Объяснить это состояние сложно. Мог бы лишь примером для людей, которые иногда выпивали крепких напитков больше, чем стоило бы. Вот тот, с кем такое бывало, тот меня хорошо поймет. Представьте себе состояние, которое некоторые называют штопор, войти в штопор. Это когда ты выпиваешь алкоголя немного, по чуть-чуть, но достаточно регулярно. Ты как бы постоянно находишься в таком состоянии легкой эйфории. Ничего тебя всерьез не беспокоит, к вещам относишься легко, и как-то все у тебя удачно получается. Когда ты ни во что не включаешься. Не только приятное это состояние, оно и крайне эффективное. Если бы это не было вредно для здоровья и не грозило впоследствии глубочайшим алкоголизмом, я так, наверное, и использовал бы его, именно потому, что в жизни много легко получается в этом состоянии. Ну так вот, я в схожем состоянии находился до одного дня, а вернее сказать ночи, когда проснулся от того, что звонит телефон. Я коротко глянул на жену, которая сопела, повернувшись на бок, протянул руку, схватил телефон, сел на кровати и, прищурившись, пытался настроить фокус зрения, чтобы понять, кто настолько сошел с ума, чтобы звонить среди ночи. Мне показалось, что номер был не определен. Хотя я сейчас уже не могу это сказать с уверенностью, скорее как отложилось в уме, что я не понял, кто мне звонит, и машинально ответил на звонок. Приятный женский голос обратился ко мне по имени и сказал: «Женя, помоги мне. Я не справлюсь без тебя. Пожалуйста, не бросай меня здесь одну». Кажется, я в ответ произнес что-то вроде «Кто это звонит? Кто это?». Ярче всего мне запомнилось... Главная странность, понятное дело, для начала то, что этот человек знал меня по имени, обращался довольно по-свойски, а я при этом совершенно не мог вспомнить, кто бы это мог быть. Странность вторая – это, знаете ли, такое ощущение, когда ты словно понимаешь, откуда тебе звонит человек. Ну, какие-то мелкие подробности, которые выдает его голос. Например, если вам кто-то звонит из ванной,
и вы будете слышать такое своеобразное эхо, гулкость, из-за того, что в ванной нет поглощающих поверхностей. Это всегда чувствуется. Или еще к тому же будет включена вода, и у вас нарисуется тут же в голове картина, что человек звонит из ванны. То есть такие вещи, которые можно отнести к легко узнаваемым. Ну или, например, вам кто-то позвонит с вокзала, а на фоне будет шум или объявление приходящего поезда. И у вас автоматически рисуется в воображении то самое место, из которого вам звонят. Ну так вот, у меня странным образом в воображении нарисовался какой-то подземный грот или что-то в этом роде. Притом не то, чтобы оттуда так часто звонят, чтобы было большое количество примеров, но я словно почувствовал. Эхо было такое своеобразное, и почему-то вот я абсолютно уверился в том, что это именно некое подземелье. Связь оборвалась, я автоматически лег на кровать и сразу же уснул. Вот только была еще одна третья странность в этом звонке, которая выяснилась только утром. Я вспомнил про этот звонок, взял телефон и посмотрел последние вызовы. И вот тут-то как раз и была третья странность. Никто мне этой ночью не звонил. Звонок вообще никак не отобразился в списке вызовов. Все вместе. Незнакомый голос, обращение по имени, да еще и отсутствие фиксации в самом гаджете привело меня к очевидному выводу, что мне все это банально приснилось. Через пару дней я в коридоре столкнулся со следователем, который вел дело сумасшедшего парнишки. Он махнул рукой, открыл рот что-то сказать, как это бывает, когда человек знает, что что-то должен сказать. Он вспоминает, что именно. Он свел брови и опустил взгляд, покачивая ладонью в воздухе. Потом взгляд его прояснился. «Мне звонили», — сказал он. «Ты интересовался тем делом, сумасшедшего потеряшки, у которого девушка знакомая пропала». Он вновь напрягся, вспоминая, видимо, подробности нашего разговора. Как я понял, у него в голове отложилось, что у меня был какой-то интерес, но он четко не понимал, какой именно. Но раз что-то произошло, то есть смысл мне об этом рассказать. Мало ли, может, я носитель какой-то информации, которая тоже будет важна при новых обстоятельствах. «Помер этот чудик», в конце концов выдал он свою мысль. «Как помер?» – не понял я. «В больнице его мертвым нашли». «В смысле, покончил с собой?» – задал я машинально уточняющий вопрос. «Да нет, вроде естественной причины. А что ты там говорил по этому делу?» Решил он задать мне вопрос напрямую, так как явно не мог сам вспомнить, как я привязан к этому делу. «Да я тогда тебе сказал за обедом, что он какие-то инструкции упоминал. Но, скорее всего, в порядке бреда это у него все звучало». Ну да», – закивал следователь. «Ну, короче, с этим делом все, забудь про него. И еще раз извини, что тебя гоняли». И он побежал дальше по коридору, а я лишь проводил его взглядом. Не знаю почему, но в этот момент мне стало как-то невыносимо тоскливо. Такая всепожирающая апатия разлилась по телу, что и передать это сложно. Мне потребовались серьезные усилия воли, чтобы сначала вновь двинуться по коридору, а потом еще и суметь вспомнить, куда я вообще шел. Оставшийся день летел у меня перед глазами, как немое кино. Я не интересовался подробностями этой разноцветной мозаики. Опять я повис в легкой равнодушной эйфории. Не помню, как ушел с работы. Вернее, помню, что выходил, но в какое время, не ушел ли я раньше или позже обычного. На краю сознания был этот вопрос, но как-то очень вяло и тихо и быстро пропал. Потому что когда я начал полноценно воспринимать окружающий мир, то заметил, что стою перед отелем недалеко от поселка Мишерина. Такой двухэтажный особнячок в жилом секторе. Здесь очень многие переоборудуют под гостиницы. Кстати говоря, данный конкретный отель я знал. У него была даже хорошая история. Вообще он, что называется, известен нашему отделу, его строили официально, и у него даже были большие планы. Он должен был принимать отдыхающих после рейса летчиков, расположенного неподалеку аэродрома. Но потом у них забрали эту привилегию, и они начали влачить обычную жизнь средних коммерсантов. Но уровень обслуживания, надо сказать, остался хороший. Плюс к этому они остались в зоне внимания местных силовых структур, хотя и не стали чем-то большим, чем просто отель. Короче говоря, я потянул дверь, вошел внутрь, подошел к ресепшену, позвал дежурную, показал документы, сказал, что меня интересуют вещи, которые остались после жильцов, которые съехали не прощаясь. Как рассказывали жене, вещи оказались ничем не примечательными. То, что сопровождает человека, когда он едет на 1, максимум 2 дня. Полотенце, зубные щетки, сменное белье. Я пожевал губы, ничего похожего на инструкцию я здесь не обнаружил.
Я вновь перекладывал вещи в надежде найти хоть какую-то подсказку, но ничего не помогало. Не было ни какого-нибудь диктофона, ни тетрадки, ни записи, ничего такого, что могло бы служить носителем информации, ни флешек никаких. Ну, то есть, в общем, одни тряпки да щетки. Я обратился к администрации с просьбой осмотреть сам номер. Там тщательно убирают, редко есть какое-то место, где можно что-то спрятать. Тем не менее, отдавая должное задуманному, проверил номер. Естественно, ничего не нашел. И тут меня как током поразило. Мне попадалась информация, что среди личных вещей у парня был обнаружен телефон. Может быть, именно его он и имел в виду? Просто дал понять, что есть инструкция. Но он не уточнял, где именно. Как и с этим лесом. Если его нашли в лесу, это же не значит, что он гулял и играл со своей подругой именно в лесу. Я не стал тянуть резину, развернулся и пошел из номера. На выходе у меня администратор поинтересовалась, что делать с вещами. Я даже отвечать не стал, сделал вид, что не услышал. В каком-то смысле можно сказать, что я не делал вид. Я действительно слышал ее голос на краю сознания, но он не привлек мое внимание. Я вернулся на работу и полез в вещественные доказательства. Время у меня было ограничено, потому что по смерти фигуранта дела его вещи, если они будут не нужны для дальнейшего разбирательства, а по всей видимости и по настроению следователя, вряд ли кто-то в чем-то будет разбираться, то вещи просто отдадут родственникам. А если к этому прибавить, что, узнав о его смерти, они начнут активно шевелиться, то вряд ли у меня есть много времени. Поэтому я, что называется, во внеурочный час вернулся в отделение. В отделении дежурил Серега. Мы с ним не раз выпивали после смены. Когда я подошел к комнате с вещественными доказательствами, он как раз собирался на перекур. «Слушай, Серег, мне бы на секундочку глянуть на телефон того психа, что помер», — сказал я как можно будничней. Следак просил кое-что уточнить. «Да пожалуйста», — махнул он рукой, уже доставая сигареты. «Сам знаешь, где что лежит. Только недолго, через полчаса вернусь». Я кивнул, он ушел, а я быстро нашел нужный пакет. Телефон лежал в прозрачном полиэтиленовом мешке с биркой. Я на мгновение замер, а что если кто-то спросит? Но руки сами собой вскрыли пакет и взяли телефон. Через пару минут я уже был в коридоре. Завладев телефоном, я выскочил из отделения и зашагал быстрым шагом, словно карманник, который боится, что его окликнут после совершенного преступления. Я даже запыхался от быстрой ходьбы. В какой-то момент остановился, покрутил головой. В этот момент я вздрогнул всем телом от того, что в кармане зазвонил телефон. И это был не мой телефон. Это был тот самый телефон, который я только что забрал из отделения. Я достал его из кармана, посмотрел на экран. На какое-то мгновение я замер, пытаясь понять, кто звонит. Подписано было «Наташа» и фотография симпатичной девушки. Я качнул головой, отгоняя сбивчивые противоречивые мысли, нажал кнопку ответа и поднес телефон к уху. Голос, который прозвучал в трубке, показался мне знакомым. И снова будто повеяло мрачным подземельем. Она сказала: «Я устала, приходи скорее. Здесь холодно, мне страшно». Почему-то в горле у меня появился ком. Я старался от него избавиться как можно быстрее и спокойным, но уверенным голосом, который был отработан годами службы, ответил: «Скажите, где вы находитесь?» Мне показалось, что на какое-то мгновение она удивилась. Как-то неестественно замолчала. Я бы сказал, как будто перебили человека. Но очень быстро, видимо, взяла себя в руки и ответила: «Я здесь, где и была. Иди ко мне, скорее». Больше я сказать ничего не успел, потому что связь оборвалась. Я снова посмотрел на экран телефона и свел брови. Дело в том, что сразу экран не отключается. А я сейчас смотрел на свое лицо, которое отражается именно в безжизненном экране телефона. Я нажимал кнопки, никакого эффекта. Это было вполне естественно, телефонная батарея, видимо, разрядилась за эти долгие дни, пока телефон лежал среди вещественных доказательств. Телефон был абсолютно мертвый. Я опустил руку с телефоном, осмотрелся. Что было делать в этой ситуации? Большой вопрос. Зачем вообще я взял этот телефон? Глупо это все как-то. Узнать инструкции. Зачем мне эти инструкции? Что я с ними буду делать, если само дело уже закрывают? В конце концов, отдать телефон родственникам, они обнаружат какие-то там инструкции. Обнаружат их уже в своем родном городе, подальше от нас. И все замечательно. Пусть коллеги туда и забирают дело.
Я сейчас не просто нарушаю все возможные инструкции, я пытаюсь, похоже, буквально нагадить своему коллеге-следователю, который вел это дело. Но зачем я это делаю? Это была последняя мысль сомнений. Я даже не знаю, откуда она выскочила, потому что до этого и после я все время прекрасно знал, что я делаю и зачем. Я качнул головой, словно сбрасывая навязчивую околесицу внутреннего диалога, который, кстати говоря, после этого сразу же пропал. Сунул телефон в карман и заспешил в совершенно очевидном направлении, которое не вызывало у меня никаких сомнений. Настроение у меня значительно улучшилось. Такое чувство, будто я долго пробивался сквозь сложности и невзгоды к заветной мечте. И вот она уже на горизонте. Мечта моя осуществлялась на глазах. Для начала я решил пройти путь Димы. Для этого надо было взять ориентир – отель, в котором он остановился с Наташей, и двинуться в сторону каменоломен. Это старые каменоломни, они у нас всем хорошо известное место. Кстати говоря, не заброшенное, там всегда много людей. Туристы, романтики, ну и вообще любители всего тайного и загадочного. В свое время эти шахты даже хотели закрыть, потому что они опасны, есть места обвалов. Но энтузиасты разобрали вход, и властям пришлось заняться не попытками запретить, а попытками сделать наиболее безопасным посещение известняковых шахт. Я шел примерным маршрутом Димы для того, чтобы на всякий случай убедиться, может найти на этом пути что-то важное, может быть какие-то вещи. Тут скорее всего срабатывал инстинкт полицейского, что-то вроде следственного эксперимента. Вечерние сумерки сгущались быстро. Мне это не мешало, я местный и легко ориентировался в лесу. Я достал свой телефон, чтобы включить карту и не запутаться с направлением. Двигаясь по маршруту, время от времени поднимал глаза и осматривался. Это приходилось делать даже чаще, чем бы мне хотелось, потому что в темноте экран ослепляет, можно врезаться в дерево или наткнуться на ветку. В какой-то момент показалось, что что-то происходит неестественно. Я остановился, всмотрелся в карту и обратил внимание, что маршрут проложен не в сторону поля, пересекая который я должен был бы оказаться у главного входа в каменоломни. Линия маршрута, которую я проложил, вела немного в сторону. И самое интересное, она заканчивалась раньше, чем я должен был бы выйти из леса. Внезапно карта пропала, появился портрет звонящего, и телефон издал призывный сигнал. Я поднес трубку к уху и услышал голос. «Иди скорее, я жду тебя». «Я иду», – машинально ответил я. Ответа в трубке не последовало, я свел брови, опустил руку и посмотрел на экран. Экран был черный. Его почти не было видно в свете луны. Однако я понял, что в руке у меня не мой телефон. Я машинально достал и пользовался телефоном Димы, тем самым, который помимо того, что содержал в себе инструкции, не содержал в себе заряда батареи. Это было странно. На всякий случай я сунул руку в карман и нащупал свой телефон. И тут я услышал голос вдалеке, поначалу неразборчивый, словно писк или какая-то ночная птица ахнула, словно немножко взвыла, замолчала и как-то по птичьи запричитала. Я поначалу даже не обратил внимания, что ноги мои уже начали двигаться. Я вновь шел по маршруту, который видел на экране. Я даже не думал о том, что я не мог его видеть на экране разряженного телефона. Все мое естество превратилось в слух и мышцы для того, чтобы продолжать движение. Звук птицы все более очевидно превращался в голос, сначала плачущий, стонущий, затем словно смеющийся, но если прислушаться, это эхо искажало его. На самом деле все отчетливее можно было разобрать слова. «Помоги, помоги мне!» «Да иду!» – буркнул я под нос самому себе и прибавил шага. «Иду, иду!» Я уже почти не разбирал дороги, проламывая телом кустарники. Я уже не столько слышал, или помнил, или понимал, куда мне идти, сколько чувствовал. Я просто знал, куда мне нужно. На какое-то мгновение я остановился, рассматривая небольшое темное углубление под упавшим деревом. Как будто земля просела. Но я знал, что она не просто просела. Она провалилась в одну из многочисленных подземных шахт. В одну из тех, которые были закрыты десятки лет назад, которые взрывом пытались закрыть и заблокировать сотрудники НКВД. И вот одна из этих далеких тайн, возможно промытая ручьями, может быть обрушенная упавшим деревом, решила приоткрыть дверь в свое мрачное и глубоко засекреченное прошлое.
И сейчас она меня зовет голосом этой девочки, Наташи. Наташа, которая играла со своим парнем в прятки? Нет. Все-таки они играли в прятки в лесу, а не в пещере. И она пряталась под этим деревом и соскользнула вниз. Наверное, было так. А может быть, было как-то по-другому. Одно точно. Я должен туда пойти и выполнить то, для чего был рожден. Я подошел к самому краю, маленькой, но бездонной ямы, сел прямо на землю, посмотрел на телефон Димы и откинул его в сторону. Новых инструкций мне не было нужно. Я взял свой телефон, включил запись и рассказал вот эту историю. Я точно знаю, что до меня Дима рассказал точно такую же. Так что хотите слушайте эту, хотите слушайте его. А у меня есть срочное дело. Когда закончу, тогда и договорим. А пока слушайте. Конец записи.